Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Инвиз. В этом видео я хотел бы вам раскрыть секрет чувствительности, рассказать про то, как ее правильно настроить, рассказать основные моменты, связанные с настройкой, ну и, в принципе, ответить на многие вопросы, связанные с чувствительностью. Поэтому давайте заранее прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Для меня это очень большая поддержка, поэтому вы мне сделаете только приятней. Кому нужны мои коды там настроек, чувствительности, все есть в телеграм-канале. Ссылочка на телеграм-канал находится у меня в описании под видео. Поэтому кому нужно, заходите. Ну а я не буду тянуть. Погнали на полигон, я вам сейчас все расскажу. Давайте для начала я вам расскажу, что вообще такое чувствительность в мобильном PUBG, какая она бывает и за что она отвечает. Если простыми словами, то чувствительность в мобильном PUBG это, грубо говоря, то, как игра будет чувствовать ваш палец. Либо она будет более чувствительна к вашему пальцу, либо менее чувствительна. Сенса у нас бывает большой, средней и маленькой. Большая сенса, соответственно, если вы совершаете движение пальцем, у нас игра более чувствительна к этому движению. Если у нас маленькая чувствительность, то у нас игра будет менее чувствительна к этому пальцу. То есть нам надо совершать больше движения по экрану, чтобы на кого-то навестись, либо сделать какие-либо действия. А большая чувствительность, нам надо совершить меньше движений, и у нас теряется точность за счет того, что большая чувствительность. Поэтому в основном в компьютерных играх используют маленькую низкую чувствительность киберспортсмены, потому что это более точные движения, более плавные, и в любом случае это лучше. Вот. Поэтому это как бы компьютерный у нас PUBG, это у нас компьютерные игры, а вот в мобильном PUBG все немного иначе. У нас отличаются девайсы у всех, у кого-то iPhone, у кого-то Android, у кого-то там, я не знаю, микроволновка, кто-то с микроволновки играет, кто-то с планшета играет, кто-то с iPad, кто-то с Android, с планшета, даже такое есть. И у всех, соответственно, экран разный, экран чувствует все по-разному, и чувствительность может отличаться. Поэтому, когда кто-то берет у нас чувствительность какого-то киберспортсмена, он потом думает, почему у него ничего не получается. Потому что, может быть, дело не в чувствительности, а дело в вас. Либо, может быть, дело все-таки в чувствительности, и нужно ее настроить под себя. Как раз таки для этого и есть это видео. Вот. Какая вообще бывает у нас чувствительность, я сказал. Давайте рассмотрим, за что она отвечает. Она у нас может быть, как и чувствительность джойстика, чувствительность у нас камеры, чувствительность гироскопа. Вот он гироскоп. То есть я двигаю телефоном, и камера у нас идет за телефоном. И еще может быть чувствительность у нас во время зажима. Если мы зайдем в чувствительность, мы увидим пункты. Чувствительность камеры, чувствительность прицела и чувствительность в гироскопе. Для того, чтобы настроить чувствительность, я рекомендую вам сбросить ее до средних значений, чтобы двигаться либо вниз, либо вверх. В моем случае я любитель низкой чувствительности, именно в мобильном PUBG, поэтому я буду двигаться вниз. Я сейчас поставил средние значения. Давайте для начала я настрою, наверное, гироскоп. Я хочу гироскопом совершать резкие движения, точные движения, и хочу в упоре клоусфайтить, то есть хочу выигрывать в упоре. Соответственно, мне надо точные движения. Точные и быстрые движения мне может сделать только гироскоп. Я захожу в гироскоп, третье лицо. Так как мы начинаем с третьего лица, я ставлю, к примеру, 280%. И вот я могу теперь, в принципе, наводиться телефоном. И у меня прицел будет почти всегда, так сказать, на враге. Дальше что я сделаю? Я поставлю обычную чувствительность меньше, например, 50. Это как раз таки чувствительность на палец. Теперь я могу делать точные движения, то есть я гироскопом довожусь, а пальцем в основном делаю все остальные движения. То есть я повернулся, я прыгнул, повернулся, чекнул врага, еще прыгнул, зашел за угол, например, здания. Вот, и если передо мной враг, то я буду уже наводиться гироскопом. То есть, что бы я ни делал, как бы я ни прыгал, у меня прицел будет всегда на враге. Грубо говоря, у меня улучшается позиционирование. Поэтому я рекомендую сделать упор на гироскоп, именно точных каких-то моментов.
а все остальное положить на палец на ваш. То есть ваши повороты, флекс, там, манс и все остальное. Я сделал чувствительность маленькую на гироскоп. Меня, в принципе, чувствительность устраивает. Я двигаюсь, и мой прицел может остаться на месте. Вот, к примеру, вы видите, я могу наводиться на мишеньки. То есть вам надо добиться такого результата, чтобы вы и пальцем, и гироскопом могли синхронизированно двигать и наводиться на мишеньки. То есть примерно вот так вот, как я делаю. То есть я делаю и пальцем, и гироскопом потом довожу. Дальше я хочу настроить чувствительность на коллиматорный прицел. Я захожу в чувствительность гироскопа, добавляю себе чувствительности на коллиматор, ставлю, к примеру, 210%. Захожу в прицел. Мне этого мало. Я хочу зажомить. Я хочу зажимать с помощью гироскопа. И, соответственно, переводиться резкие какие-то движения на врага делать с помощью гироскопа, потому что на палец я сейчас двигаю, у меня пальцем большая чувствительность. Я беру на палец, уменьшаю чувствительность, ставлю меньше, например, себе, ну, 15. Вот, в принципе, то, что нужно. А на гироскоп я себе ставлю сейчас чувствительность даже еще больше, например, 315. И пробую. На палец чуть-чуть маленькая чувствительность, немного мне не хватает, поэтому я поставлю процентов где-то 27. Или даже 37, наверное. Вот, я уже могу переводиться быстро с помощью пальца и с помощью гироскопа. Соответственно, я могу и так вот делать. Вы должны научиться вот это делать, то есть быстро переводить прицел и делать это максимально точно. Также сразу не забываем то, что у нас еще есть чувствительность во время зажима. И мы обязательно чувствительность гироскопа ADS включаем и настраиваем точно такую же чувствительность. От третьего лица я ставлю также 280. Коллиматорный я ставлю чуть-чуть больше. У нас стоит 315, я поставлю 325. Почему, я сейчас скажу. Когда мы наводимся, нам нужна точность, а когда мы стреляем, нам нужен контроль. Поэтому нам надо чуть-чуть добавить. В каких-то моментах чуть-чуть уменьшить. Это все на свой взгляд. Так, в принципе, чувствительность на коллиматор я настроил. Именно наводки. Берем, листаем ниже, чувствительность прицела. Я тоже ставлю такую же, как и тут. Тут 50 ставлю. Тут ставлю 37. Это чувствительность именно во время того, когда мы нажимаем кнопку стрельбы. То есть я когда начинаю стрелять, у меня чувствительность уже становится другая. А этим пунктом мы ее делаем одинаковой. Соответственно, мы можем пострелять тапами. Меня, в принципе, все устраивает. Вы делаете так же. Должны это делать быстро, четко, точно, без каких-либо косяков. Соответственно, аналогично делаем с другими прицелами, с которыми мы играем. В моем случае это вот эти прицелы. Я ставлю, например, тройку. Захожу в прицел. На палец у меня большая чувствительность, а на гироскоп нет. Я сразу захожу в гироскоп, добавляю чувствительность на гироскоп. Ну, к примеру, ставлю 200%. Смотрю, что это будет. Это, в принципе, более-менее комфортная чувствительность. Сильно прицел не трясет. Зажимать даже можно. На пальце у меня большая чувствительность. Какие-то мелкие движения я сделать не могу пальцем. Соответственно, я захожу в чувствительность. От третьего лица уменьшаю чувствительность. Ставлю, например, 16%. Даже ставлю еще меньше. 14%. Соответственно, у меня уже пальцем более-менее точное движение. И гироскопом я могу доводиться.
Дальше, что я делаю в этом пункте? Тут я ставлю точно такую же чувствительность. На палец мы чувствительность не трогаем. И лучше не трогать. Я бы ее даже сделал чуть-чуть меньше, на 1%, чтобы у нас меньше трясло прицел. Заходим в гироскоп. И тут самый интересный момент. Тут я чуть-чуть себе увеличу сенсу. Поставлю себе 215. Почему? Потому что если мы возьмем коряк с большой чувствительностью, мы не сможем совершать точные движения. У нас, видите, немножечко потрясывается прицел. А если мы поставим больше чувствительность, то будет вообще вот такая шняга, и это никуда не годится. Поэтому для коряка мы оставляем чувствительность такую, то есть выстрел. А для зажима у нас чувствительность будет чуть-чуть увеличиваться. Пробуем зажать куда-нибудь сюда. Так, что бы я еще сделал? Я бы добавил еще чувствительность чуть-чуть на гироскоп во время зажима. Эту обязательно чувствительность оставляем, потому что не забываем, что еще мы можем стрелять с болтовых с каких-нибудь. Тут ставлю 225 и пробуем зажать. Меня, в принципе, этот результат уже устраивает более-менее. То есть уже какая-то четкость есть на 170 метров. Поэтому считаю результат этот нормальный. Вы делаете все так же аналогично. И не забываем про наводку. У вас должно быть все четко, отработано. Вместе с движением пальца двигаем телефон, гироскоп наш. И получается у нас все четко. Можно потапать. Также тут. Если у вас прицел слишком уходит, вы должны понять, либо вы пальцем переводите, либо вы гироскопом переводите. В случае, если вы слишком сильно уводите куда-то прицел, сюда, например, куда-нибудь, значит, вам надо чуть-чуть добавить. То есть, видите, нам надо сюда, на эту мишеньку, мы, значит, берем, добавляем чуть-чуть, если нам не хватает. То есть, вот отсюда я перевожу сюда, видите, мне чуть не хватает, значит, мне надо чуть-чуть добавить. Если наоборот, я хочу на вот эту мишеньку, а перевожу сюда прицел, значит, мне надо чуть-чуть уменьшить, чтобы движения мои были более точными. В принципе, вот такой принцип, это самый простой принцип настройки чувствительности. Я не хочу затягивать видео на миллион времени, поэтому пользуйтесь на здоровье. Это самые базовые вещи. Больше загружать вас не буду. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был Инвиз. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. До следующих встреч.